их нужно развивать, и их можно сейчас уже как-то документировать. Но я не буду сегодня рассказывать, я сегодня буду больше слушать и надеюсь на то, что мы вместе в дискуссии попытаемся наметить те точки роста, которые помогут как раз перейти к метакомпетенциям и личным результатам. Тема, которую мы обсуждаем, сложная с той точки зрения, что у нас нет предмета. Я имею в виду то, что сейчас нет содержания. Мы точно не знаем, какие предметные и метапредметные навыки мы должны развивать. Мы не знаем, какие эти компетенции, они постоянно меняются. Приведем пример. Мировой банк в определенный момент определил уже состав этих компетенций, но сейчас у нас появилась тема работы с большими данными. Она модная, она актуальная, и с ней нужно тоже как-то работать. И самое страшное, с моей точки зрения, или самое сложное, это мы, несмотря на то, что существует большая батарея измерения компетенций, психологическая батарея, мы не можем это пока выстроить в систему. Как это мерить, какие попытки есть. Это мы сегодня попытаемся обсудить. И еще одно отягощающее обстоятельство. Таким обстоятельством является то, что мы живем в цифровом мире, и мы знаем, что педагогика говорит о том, что все должно развиваться согласно принципу природосообразности. Так вот, благодаря этому принципу мы должны это развивать через цифровые технологии, и цифровые технологии должны быть тем принципом природосообразности, который позволяет сейчас развивать ребенка. Отвечать на вопросы и дискутировать сегодня помогут мне мои коллеги, которые здесь присутствуют и у которых уже есть определенный опыт. Мы совсем не напрасно выбрали формат кейс-стадии для того, чтобы уже сейчас показать некоторые примеры успешного существования, развития и оценки навыков, и коллеги мне в этом будут помогать. Так мне сегодня помогает Галина Дёнина, руководитель образовательных программ компании «Форматс», Евгений Дмитриевич Порторакин, доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Московского государственного педагогического университета. Том Холл и Ольга Ламбац, генеральный директор России «Века» Education. И также мне помогает Сухас Парандекер, ведущий экономист Всемирного банка. Мы будем работать в формате кейсов. Каждый из спикеров представит свой кейс, и дальше в течение примерно 6-8 минут, и дальше в течение 3-4 минут мы попробуем их обсудить. Я очень рада буду вашим вопросам, коллеги тоже будут рады вашим вопросам, потому что, надеюсь, в конце у нас родится хотя бы какая-нибудь истина. Первый вопрос, который я хочу задать Галине, мой вопрос звучит примерно так. Какие сейчас компетенции нужно развивать и какие есть средства их развития? Спасибо, Татьяна. Коллеги, я приветствую вас. Меня зовут Галина Денина, я руководитель образовательной программы компании EduNet-Образование. Мы сделали продукт по постановке цифровых компетенций через программирование для детей в начальной и средней школе. В прошлом году мы стали официальными партнерами Всероссийской акции «Час года». Вы, наверное, если педагоги здесь присутствуют, знают, что это за акция. И на самом деле мы получили не самые приятные результаты. Дети даже в старшем классе, обладая какими-то знаниями в жизни, например, что такое цифр, не могут трансформировать это знание в цифровую среду и выполнить задание в цифровой среде, применяя это понимание. Но что такое развлечение вообще, этих двух миров? Вот мы говорим цифровой мир, мы говорим аналоговый мир. И что такое трансформация в принципе? Вот мы сейчас, например, можем здесь видеть. Если раньше семья — это был вечером застолье и коммуникация была там, то сейчас семья для нас — это 24/7. И я уверена, что у 80% сидящих здесь в зале есть чат семейный, в котором вы что-то обсуждаете и все время держите на контроле детей, родителей и прочее. Если мы говорили про школу и рассчитывали, что ребенок там будет находиться в этом процессе, по факту в вакууме, и мы могли говорить о каких-то результатах, которые мы хотим достичь через школу, то сейчас мы не можем это утверждать. Почему? Потому что у каждого ребенка сейчас в кармане лежит смартфон. И когда он сидит на физике, а мама ему параллельно в чат пишет: «Сынок, после школы я заберу тебя, и мы поедем, выберем тебе ролики», то какая тут физика вообще? Мы все это понимаем. Но
взгляд, это изменение основного инструмента деятельности взрослого человека и изменение формы обучения ребенка. И мы говорим про коммуникацию здесь. И если раньше мы говорили про основную схему базовой коммуникации, когда есть два человека, они хотят чего-то достичь, результат получить, и вот они между собой коммуницируют, да, и вся наша деятельность, она примерно на этом построена. Мы в основном этим пользуемся. То сейчас есть еще три, коллеги, три. И если вторая, это вот, пункт 1, это производная от первой, ну, более или менее, да, когда мы общаемся с кем-то посредством компьютера, машины, устройства или сервиса, то есть еще две. Когда мы говорим, что мы общаемся с сервисом или с компьютером через интерфейс, например, мы все пользуемся поисковиком или мы пользуемся голосовым помощником, и мы должны уметь это делать. И есть самый классный третий, когда есть много разных устройств, и вы должны уметь соорганизовать через коммуникацию работу этих устройств. Например, умный дом. Да? Что это? Это набор датчиков. И мы там вот должны что-то такое сделать, чтобы оно работало. Поэтому, на наш взгляд, трансформация — это изменение основной формы образовательного процесса. Потому что происходит? Педагог эту коммуникацию с учеником должен выстроить, он должен постоянно там вводить его в рефлексивную позицию, чтобы у него формировался опыт, который дальше умение там трансформируется, и он этим опытом мог пользоваться. Вот эта история, вот эта схема, она сейчас уже изменена. И нам нужно научиться в этой форме работать дальше с детьми. Но если мы посмотрим на ребенка, что мы увидим? Да? Вот есть школа, про которую мы уже там частично поговорили сейчас, что это уже не вакуум, и расчета на это нет. Но есть и другие сферы, и другие среды, в которых ребенок находится, и через которые он этот опыт на самом деле получает. И мы не забываем про ту рамку онлайна, которая есть наверху. Но что происходит с опытом? Опыт трансформируется вот в этот скиллсет для того, чтобы достичь горизонта целей, которые ставятся ребенку или которые будут поставлены ребенком в будущем, да, вот в этой деятельности, или производить какую-то деятельность, неважно в какой сфере, или отрасли, или компании, или в каком-то деле. Если мы говорим про этот скиллсет, что мы имеем в виду? Вот уже, наверное, второй или третий год подряд на различных таких очень больших классных конференциях мы обсуждаем, что такое навыки 21 века, да? И у нас есть версия, что вот это есть тот состав цифровых навыков, который нужен. И на первый взгляд может показаться, что это вообще-то как бы не очень цифровые, да? Вообще очень понятные, ну, там, анализ, синтез, групповая работа, проектный подход, ну и чего здесь цифрового? Но штука в том, что, вспоминаем, да, про трансформацию, что деятельность переходит в онлайн-режим, и детям, будущим вот этим взрослым, им в этом онлайне или в цифре постоянно придется находиться. Это значит, что уже сейчас вот эти навыки нужно развивать в цифровой среде, на тех инструментах, которые им уже сейчас более или менее понятны, которые для них органичны, чтобы потом достигать нужного результата и нужного эффекта. Что мы предлагаем делать? И как выстроена наша система подготовки, чтобы все это происходило? Мы настаиваем на 3 тактах. Первый такт – это базовая подготовка. Это принципиальная схема, дальше будет продуктовая. Да? Сначала, конечно, мы должны оснастить его базой. Мы должны дать вот эти основные интеллектуальные функции, о которых идет речь. Это анализ и синтез. Конечно же, мы должны говорить о языке машин, потому что мы все помним 3-ю схему коммуникации. Мы говорим про цифровую грамотность и безопасность. Когда мы говорим про цифровую грамотность, что я имею в виду? Я имею в виду, что все наши дети, да, если вот мы там отнесемся к одному из первых слайдов, все наши дети, мы росли во дворе, но сейчас двор — это сообщество в онлайне для игры.
на самом деле средний игрок в Майнкрафт или вообще в любую онлайн-игрушку — это мужчина 32 лет. И если мы учим своих детей тому, что на улице, пожалуйста, не подходи к взрослому дяденьке, то мы вообще ничего не говорим ему про онлайн, а там все то же самое. И мы знаем сейчас весь этот жуткий опыт сообщества. Вот. И, конечно же, мы говорим про проектный подход как основной инструмент для того, чтобы он шагнул дальше и через проектно-практическую подготовку, через проектно-практическое обучение, вот на втором этапе, мы могли что-то делать и изучать другие предметы, другие сферы и приобретать все новые умения. Конечно, это нужно делать на первом этапе в игровой форме, потому что мы говорим о детях, да, о начальной школе в целом. Второй этап — это проектно-практическое обучение, когда мы что-то делаем через проекты в цифровой среде, и мы можем изучать предметы, например, делать чат-бот по истории, чтобы изучить историю. И третий такт — это, конечно же, предпрофиль, такой, да, и более сложные проекты в IT, которые они могут делать. Вот прям одно слово. Если мы говорим про систему обучения, мы говорим сейчас, на самом деле, про школу, потому что это уже созданная инфраструктура, и включаться нужно именно туда. Но мы не можем игнорировать один из важнейших элементов этой системы — это педагоги, да, с которыми нужно проделать ту же трансформацию их умений и навыков, чтобы они могли релевантный опыт, да, поставить детям. Ну и, конечно, это, наверное, все, да. В завершении мне хочется сказать, что прогресс уже все сделал за нас, и вот эти digital native дети значительно круче шарят во всех технологиях, чем мы. Но наша задача в естественной для них среде, в IT, в цифровой среде, выстроить и дать все вот эти компетенции, о которых шла речь выше. Спасибо. Большое спасибо, Галина. Очень интересное выступление. Мне кажется, здесь много вопросов для дискуссии. Если для начала давайте начнем задавать вопросы из зала. Если их нет, у меня тоже есть вопросы. Здравствуйте, меня зовут Айдар, я из Казани, педагог. То есть мы с детьми участвовали в акции «Час кода». Спасибо большое за классный сервис. И вопрос такой, будет продолжение какое-то там, то есть повышение сложности уровней, допустим, да, там, или новый контент какой-то в рамках «Час кода»? Я думаю, что в 2018 году нас ждет что-то интересное. Спасибо большое. Спасибо. Есть, коллеги, еще один вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр, руководитель детского центра технического творчества. Вот у меня вопрос, да, здесь мы подняли очень важный вопрос касаемо компетенций, знаний и навыков, которые должны обладать дети. Но вам не кажется, что хотя бы, начнем так, начальная школа, это немного уже не то. Вот вы в самом конце своего выступления сказали, что дети современные, вот которые сейчас, буквально месяц назад закончилось здесь ProSkills, и я приехал, вот примерно думая, вот как вот здесь написано. Но я понял, что вот начало того, что здесь есть, оно уже для детей давно пройдено так. Понимаете, мы с вами осваиваем, я когда вводил киберспорт в систему образования своего центра, я думал, мы будем учить детей. Мы не учим детей играм, и игры уже не учат детей. Игры — это просто для них развлечение, это на интуитивном уровне, я это понимаю. И как это ни странно, я вот смотрю, да, дальше средняя, старшая школа — это очень важные навыки. Но вот начало, получается, вот это лично мое мнение. По-моему, мы здесь что-то упускаем. Спасибо за ваше мнение. Нам на самом деле частично кажется тоже, что мы что-то упускаем, но мы тут говорим о постановке умений и оснащении инструментарием. Если это произойдет за очень короткий срок, и мы можем это сделать за очень короткий срок, то давайте делать за короткий срок. Да? Но мы не можем говорить о том, что такое проект, давая ребенку делать поделку. Понимаете? Поделка — это не проект. Проект — это когда есть план,
цель, план и результат. И вот эту конструкцию, в этой конструкции ребенок должен действовать дальше. Приходите на наш стенд, мы можем подискутировать. Я просто извиняюсь, да, я понимаю, очень мало времени. Имеется в виду, вот вы сейчас сказали о подделке. Вот подделка, то, что вот он, да, допустим, возьмем тот же Майнкрафт. Вот детям, которые сейчас к нам приходят в возрасте 7, 8, 9 лет, им не интересно строить домики. Им интересно делать разные механизмы. А кто же говорит о домиках? Ну, базовая подделка, скажем так. Коллеги, я позволю себе тоже прокомментировать. Дело все в том, что очень хорошо обозначено в докладе некоторое смешение. То есть в докладе было показано, что сейчас существуют некоторые компетенции, которые мы можем развивать. Это первое. Второе, например, написано проектная работа. По сути, проектная работа – это форма. И когда мы развиваем проводим проектную работу, мы развиваем компетенции, которые сложные составляющие входят в проектную работу. Это умение понять проблему, это умение осознать проблему, умение донести проблему и так далее. И здесь мы как раз формируем мышление, разные виды мышления. И я хочу плавно перейти к следующему вопросу. Я хочу поговорить о проблемном мышлении, и об этом я хотела бы попросить рассказать Тома и Ольгу, потому что они действительно понимают много чего о проблемном мышлении и знают о способах, как их развивать. Доброе утро, дорогие коллеги. Я еще раз представлю генерального директора Legal Education International Том Холл. Он приехал из Великобритании специально для того, чтобы быть на этом форуме и встретиться со всеми вами. Значит, Том Холл отвечает практически за весь мир, за исключением США и Канады. То есть вот весь мир, это вот он перед вами, генеральный директор Legal Education. Вот, поэтому колоссальный международный опыт вот весь стекается, так сказать, к нему. Поэтому он сейчас поделится, да, просто общими тенденциями того в рамках, так сказать, нашей заданной темы. Thank you, Olga. Good morning, everyone. My name's Tom Hall. Olga just gave me a very kind introduction there, and she's maybe a little bit too generous, but thank you. I'm responsible for our international business in LEGO Education, and through that job I get to see every market around the world as it's developing its education systems, and that's a huge privilege, and it's a very exciting time in education right now. I came to LEGO 1 year ago from a background in Pearson Education, where I've been building digital products for emerging markets, and before that I worked in publishing. My own childhood was spent in school in Saudi Arabia, and then I went to university in China, so I feel like I've had something of a mixed education myself, and I've seen lots of great examples of pedagogy and learning. But of course, the world that I grew up in the 70s and 80s is very different to the world that my children are going to school in today. In 2018, I think we're just entering this fourth industrial revolution, and we are talking a lot in industry and also education about the age of robots and digitization of the world. And of course that brings with it a lot of fear about will we be replaced by robots, will industry be completely outsourced to digital capabilities. And of course it's right that we should be concerned about that. It's right we should be talking about that and preparing for it. We're building computational skills now which are surpassing expectations. The capabilities in an iPhone now are more sophisticated than the computational capabilities we had to send the first rockets to space. So we have kind of entered this incredible age of digitization, and we will see industries where manual skills will be much replaced by robotics. So yes, we're in a new space, and I think we need to be creating education systems that give children the essential skills to navigate this new age.
Now, I think today's teacher has a huge responsibility to prepare society for this change, and we don't talk enough about the role of the teacher in enabling that change. If I could talk about the key competencies I think we need to instill in children, I would have 5. I would say it's about creativity, it's about critical thinking and analytical skills, it's computational thinking. I would then say it's about collaboration, and it's also about great storytelling and communication. So 5 C's probably. In terms of creativity, I just cannot stress enough how important it is that children going through education systems today are encouraged to play and develop their educational skill, their creativity strengths. We know that in today's workplace, the one thing that employers are looking for above anything else is creativity. It's great if you have the best possible degree from the best Russian, US or Chinese universities, but if you don't have creativity skills, you really are going to struggle to adapt to today's jobs. So we know that the employers today are looking for creativity, and we know that in traditional education systems, we're actually eradicating creativity from today's students. As children go further up through the education system, they actually become less and less creative because we put them through such a rigid education system. And I think we have to think about that much more deeply. Computational thinking for me is about children being able to understand how computers work and how we need to make computers work for us. So children do need computational thinking skills. It's understanding coding, it's understanding the languages of the 21st century, and it's understanding how to harness those capabilities to deliver the needs of today's modern society. For me, critical thinking is the next big skill. You know, do children really, are we preparing them how to analyze all the data that's flowing around in our lives? We are bombarded with data every second of the day that we're awake. You know, from the minute we wake up with our phones to when we go to bed, we have data coming at us all the time. So much information, so much news, and we need children who are able to decipher that. So critical thinking is really, really important. And then I would say communication, collaboration. This is now a global age of industry. We're all speaking more languages because we have wonderful interpreters in our speaking into our ears. We have more travel than we ever had before. We are able to reach more people through the internet. So we're working in a global environment now, and we need people who are able to talk to people across borders, across languages, across nationalities. So all of these things, for me, are the key skills that we should be building into the education system. For me, the number one way to do that is through playful learning. Now, I work at Lego, so it's natural for me to encourage play. Trust me, it is the best way that we can build creativity skills in our youth. It's also the best way that we can engage growing minds as they go through middle school. When we play, it's scientifically proven that we learn deeper in our bones, and I really want to encourage more playful learning in traditional education systems, because we really see the results when we put children out into the workforce. So I would encourage that we focus on creativity above all else, and we really drive that into the classroom today. Большое спасибо, Том, за очень интересное выступление. На самом деле, Ольга, мне кажется, у вас тоже есть что сказать, и особенно мы не ожидали, что разговор вернется к креативности, но это очень важная тема, потому что это постановка задачи по сравнению с тем, что в дальнейшем развивает другие формы мышления, о которых мы еще поговорим. Да, ну, я хотела буквально несколько слов просто добавить как бы к теме нашей дискуссии в таком российском контексте, да. Дело в том, что, безусловно, все тренды мировые образовательные, которые говорил сейчас Том, и навыки 21 века, они в полной мере относятся к российской
российской образовательной системе. Всякий раз, когда так сказать, мировые глобальные тренды приземляются на локальные образовательные системы, они видоизменяются всегда. Вот. В нашем случае мы знаем прекрасно, что российская система образования очень сильная, традиционная, несмотря ни на что, и очень сильное образование в математике, физике и так далее. Но у нас до сих пор и нигде в мире нет такого предмета креативность или, скажем, критическое мышление или, скажем, там, нестандартное решение задач. Таких предметов у нас нет. Может быть, когда-то будет какой-то такой предмет, да, креативность. Но сегодня мы говорим о том, что мы не можем прийти в класс и сказать ребенку: так, сегодня мы будем учиться креативности. Это невозможно сделать. Это можно сделать только исподволь, да, когда ребенок сам имеет колоссальную мотивацию для того, чтобы что-то создавать, что-то творить. Даже когда наши дети сидят часами, играют в компьютерные игры, даже из этого можно извлечь пользу, так сказать, когда задать им вопрос, что а вот ты мог бы написать такую игру, не просто быть потребителем, скажем, да, этой игры, а создать ее. А чего в этой игре не хватает? Это уже рождает, так сказать, новый пласт и новый подход к тому, что ребенок делает. Но я хочу вернуться в школьную, так сказать, аудиторию, в школу, в детский сад. И вот был очень интересный комментарий вот от молодого человека, я не расслышала вашего имени, по поводу того, что чем раньше, тем лучше. То, что Lego Education делает в образовании, как раз вот соответствует полностью тому, что мы говорим, вот, начиная от 2 лет и не заканчивая никогда. Да? То есть дошкольное образование, вообще маленькие дети, это период, когда закладываются все навыки, все те самые. И когда мы ребенку говорим: прекращай, там, так сказать, ломать игрушку, хватит бросать эту чашку, мы на самом деле, вообще говоря, прерываем эксперимент научный, да, который ребенок проводит. Это тема, так сказать, еще больше, наверное, дискуссии. Буквально 2 слова по поводу диджитального аспекта, да. Значит, вот практически, так сказать, практический элемент того, о чем мы сегодня говорим, воплощается вот в том, так сказать, роботе, который у вас на экране здесь находится. Да, это Lego Mindstorms Education Electric. Значит, это робот, который надо запрограммировать, да, чтобы он сделал то, что вы хотите. И вы будете видеть, сделал он то, что вы хотите или нет, и запрограммировать вы его можете огромным количеством способов, используя различные языки и платформы. Ну вот Scratch в том числе, о котором Евгений Ильич будет говорить чуть позже, Swift, LabVIEW, безусловно, и так далее. То есть, когда мы говорим совершенно конкретно, в прикладном смысле об использовании робототехники в школе, мы, с одной стороны, знакомим детей с программированием и даем им возможность